Здравствуйте. У меня маленькое дополнение по прошлому видео, когда Аркадий Миронович Плакин играл с Михаилом Киселевым. Видел я пару дней назад Аркадия Мироновича Плакина. И вот удивление, конечно, мое было просто дикое. Мало того, что он помнил, очень хорошо помнил ту партию, которую я комментировал, идеи из этой партии, то он помнил и остальные партии, который играл с Михаилом Киселевым. То есть, где, когда, что. То есть, меня это просто, этот факт, конечно, поразил. Аркадий Миронович нас постоянно, кстати, поражает некоторыми моментами, сколько он помнит информации. Информации и шашечной очень много помнит. Конечно, тут ни о каких вот возрастных, я считаю, что изменениях вообще не идет речи. И вот, наверное, даже вот, если так подумать, то, судя по тому, что, кстати, я и читаю иногда публикации на эти темы, то шашки, наверное, при правильном использовании, то есть это очень большая вот профилактика даже таких серьезных заболеваний, как Альцгеймер, деменция. Я, кстати, недавно читал тоже большую достаточно статью, большое исследование, когда вот учителей исследовали, и практически кто достаточно серьезно готовился к занятиям, то есть повторяли вот материал, что-то новое постоянно дополняли материале, которые потом рассказывали ученикам, то у тех людей практически вот эти заболевания практически нулевые. Так что, наверное, шашки тоже это одна из игр, если при правильном, естественно, использовании. Я всегда вот говорю, важный момент при правильном использовании, это тоже профилактика вот таких вот серьезных заболеваний. Конечно, как я вам говорил, меньше старайтесь использовать компьютер. Уже компьютер в каком-то, имеется в виду для аналитики, то есть, и в компьютере это уже какой-то тот момент, когда нужно себя перепроверить, может еще пару моментов базы, естественно, все это помогает, но старайтесь больше именно анализировать, вспоминать, и шашечная игра будет отличная профилактика для вот этих различных заболеваний. Так, давайте, краткий сегодня будет такой репортаж, можно сказать. Ход белых, как было пошли, позиция из тетради, в котором почерк напоминает почерк Валерия Ивановича Связинского. Итак, давайте ходить. На h8 нельзя, понятно, потому что сюда, на f6, поэтому же f4. То есть здесь отдавать. Но если не отдавать, то получается, будем ставить на h8. Там много еще различных вариантов. Давайте основной вариант здесь посмотрим. И АБ4. Кажется, что вот нападет, и все будет в порядке. Но здесь удар красивый. Вот я не знаю, идею такую встречали вы, не встречали. Смотрите, великолепная идея просто. Сюда ЦБ6 и на F4. То есть напали. И вот такая идея с выигрышем. Это первая идея. И вторая, вот позиция такая, я уже помню где-то я ее видел, эту позицию. Но вот здесь ход белых, и куда бы мы ни проводили, получается, то ставить дамку нельзя везде. Fe5, вот видите, сюда нельзя из-за этого хода. И дальше. Так, давайте назад, естественно, сюда. То есть шашку где-то надо отдавать.
А если на f2, то получается вот эта идея. То есть сюда ходить нельзя, потому что сюда ходим. Так, ну, а g3, да, надо ходить и сюда. А основная здесь идея, сюда ходить нельзя, потому что вот так будет. И давайте одну очень старую партию посмотрим с такими ловушками, можно сказать, небольшими ловушками. Как я уже говорил, небольшой сегодня репортаж будет. Ну, давайте посмотрим. Кстати, партия Аркадия Мироновича. Проиграл на эту партию. Он играл черными, но очень старая партия. Проиграл Шмульяну. Ну, то есть, одному из старейших тоже игроков там в тот момент. Я вот не знаю, кстати, смотрел, но легенда Шмульяна и книжка его, конечно. Книга, точнее сказать, книжка неправильно, может как-то даже неприятно звучит, но книга очень хорошая, конечно. До сих пор вот я, допустим, пользуюсь даже в тренировочном процессе. Вот EF4. С идеями, с какими идеями? Вот основные идеи, что на FG5, ну, встречалось много партий достаточно. То есть давайте вот поставим партиям, посмотрим. Здесь, ну, основная идея, еще раз повторю, вот это вот, то есть удар такой, ну, круг и называется, может правильно будет назвать круг. И на CB6 шашка, видите, на G7 зависла, естественно, ход вот такой, и все, игры нету абсолютно. То есть остается какой-то такой ход GF6. Ну, все тут, все плохо, естественно. Так, CD6. В партии было CD6, BA3. И вот DC7. Здесь только как раз, наверное, еще надо было, можно было как-то сойти с этой позиции. То есть надо AB2. Иначе все разменивается там. Ну вот приблизительно. И вот здесь FG5. FG5 и вот именно DC3. И надо проводить. И вот здесь вот дамка как раз строится. Вот такая вот позиция получается. Здесь еще можно как-то хитро пойти сюда. То есть нельзя нападать. ED2. Ну и так далее. Тоже такая интересная еще бы игра, наверное, была. Так. Возможно, вот этот вот вариант. Конечно, GF2. Ну и так далее. Тоже вот не стоит игнорировать эти построения. Хотя, ну, детей учим, что это не всегда хорошо. Но вот есть такие дебютные построения, когда можно, точнее сказать, вот это все делать. В основном можно. Не нужно, давайте будем. Можно. Ну, где-то и нужно. АБ2. Опять вот, смотрите, здесь уже другие совершенно моменты. На этот ход. Сюда, то есть, и вот эти бои получаются. Опять на этот ход. Опять, видите, сюда, и шашки зависают. Плохая позиция. CD6 было, BA3 и BC7. Ну вот теперь такой вот ход здесь. Так, опять на FG5. DC3. Ну вот вы, надеюсь, сегодня вот этот удар освоите. И вот эту идею, в принципе, освоите хорошо. BC7. DE3. И вот здесь это тоже понятно, что ничего не дает, много шашек отдает. И ход CD6. Тогда ED2, DC5. И вот такая вот тактика на C7 идет. То есть тоже интересный момент вот с этой тактикой. Ну, такая, может, незаметная, хотя, ну, может, она и простая, но она незаметная достаточно тактика. CB6 вот здесь вот было. FE. Ну, тут уже
все завершилось. Понятно, что просто вот АЖТ даже пошли, и позиция просто выиграна. Допустим, куда тут FE7, тогда можно просто сюда. То есть, ну, видите, ходов нету. Позиция плохая, но здесь уже сдались. То есть, понятно, что все очень плохо. На DE7, DE5 тогда, ну, тоже и так далее. Тут понятно, что здесь просто выиграна позиция. Сегодня вот такой вот краткий репортаж. Основная моя, конечно, идея вот рассказать про то, что мне рассказал вот Аркадий Миронович. И вот, наверное, действительно шашки достаточно важную роль, если правильно, при правильном использовании, то есть играют важную роль вот для профилактики вот этих, возможно, заболеваний. Хотя у нас вот умер, я не помню, вот Щеголев, кстати, наверное, от чего-то да умер, но вот интересно бы более воспоминания, кстати, не читал, может кто-то читал какие-то воспоминания, как вот он именно провел, насколько он играл, там где-то какие-то, ну, моменты, я не знаю, моменты вот именно последние годы, именно Вячеслава Ивановича, тоже Щеголева. Интересно вот где-то было бы услышать, если честно. Может кто-то даже в комментариях напишет, или какую-нибудь ссылочку даст на какое-нибудь видео, или на какую-нибудь статью. Тоже там такой интересный достаточно момент. Итак, до новых встреч.